Асан, ты чё? Он непредсказуемый. Нет, я вам скажу так. Ипотека, дети, импотенция. Пипец, а что выбирать? Я откушу тебе задницу. Мой босс, мой король, мой папочка. Между прочим, я обжимала его кабель, он меня научил. Я ушла в Асана. Ты больше не будешь отвечать. Всем привет! Это шоу «Чего хочет мужчина». Добро пожаловать! Сегодня мужской выбор будет разобран по полочкам нашими красотками. У нас есть 2 девушки и 12 вопросов о мужских предпочтениях, на каждый из которых дается 4 варианта ответа. На эти же вопросы заранее уже ответил случайный мужчина с улицы. Каждый раз, когда вы будете отвечать точно так же, как наш тестовый мужик, вы будете зарабатывать 10 тысяч рублей в свой банк. А за неправильный ответ вам придется снять с себя одну вещь. Я продюсер этого шоу, моя задача контролировать ход игры. Если вам все понятно, давайте начнем. А вас так и можно называть продюсер, да? Как я поняла. Называй меня как хочешь. Первым делом я хочу познакомиться с нашими львицами. Сегодня с нами Катя Саянаруто, я все правильно говорю? Да. И Майя Андреевна. Девчонки, спасибо большое, что согласились Очень сегодня приятно, побыть с нами. господин продюсер. Папочка-продюсер. Я принимаю все, что вы говорите, вам меня не засмущать, я здесь ради этого. Нам сегодня предстоит угадывать, как ответил случайный прохожий на улице, мужчина, герой, называйте его как хотите, можете его называть господином. Я не буду вас томить, давайте познакомимся с ним. Всем привет, меня зовут Асан, мне 37 лет, я из Казахстана. Я впервые участвую в таких съемках. Твои трусики уже намокли? Я вообще не знаю. Тогда намокнет диван, окей. Итак, это Асан. Я сразу скажу вам, что я лично узнал про него. Асан действительно семьянин, и еще какой у него 2 жены и 5 детей. Это 5 дочек. Как он вам вообще в целом? Ну, не мой. Не твой Типаж. типаж. Вообще. Абсолютно. Он вызывает доверие. Я бы сдала ему квартиру. Значит так, смотрите. На самом деле прикол в том, что вас он тоже видел. Мы показали ему ваши аккаунты на Тонплейсе. Это все 4 разные девушки. Это 2. И что же я хочу сказать? Я меняю свое решение. Отгадывайте поменьше, девчат. Хочется, хоть и лица не видно, но есть на что посмотреть. Это, походу, мое. Это мой аккаунт, наверное. Про тебя? Да, у меня больше попа. Попка. Девчонки, чтобы нам было проще ориентироваться на мышление Асана, нам надо будет иногда на него поглядывать, чтобы вам было проще это делать. Я спрятал его фотографию под одной из подушек, и если можете, достаньте кто-нибудь, пожалуйста. Я достану. Такой милаш. Ну, я говорю, вызывает доверие. Угу. Если вам все понятно, мы со всеми познакомились, я предлагаю не затягивать, перейти к вопросам. Как вам такое? Да. К вопросам! Давайте я сразу задам вам первый вопрос. Какую ролевую игру предпочтет мужчина? Пошлая медсестра и пациент, вертухай и заключенный, начальник и секретарша, учитель и ученица. Учитель и ученица, мне кажется. Все зависит от психотипа мужчины. Если мужчина доминант, Ну, даже, наверное, проще сказать. Посмотри на Асана, доминант ли он? Это Асан. Вы знаете, у Асана 2 жены. Тигр. И, скорее всего, у него есть что-то наподобие гиперконтроля. И, может быть, иногда ему хочется расслабиться и поиграть пациента, а доминирующую роль отдать женщине. Поэтому я выберу медсестру и пациента. Либо строгую учительницу ученика. Катя, что тебе больше Давай нравится? попробуем медсестру. Давай медсестру. Вот этот вариант с Мы медсестрой. договорились. Вот видите, как мы договариваемся быстро. Все, ваш ответ, медсестра. Давайте узнаем, что ответил Асан. Можем все 4? Это шутка. Первый вариант. Медсестра и пациент. Ну, не знаю. Хочется, чтобы вылечила красивая медсестра. Девчонки, вы дали правильный ответ, и теперь в вашем банке 10 тысяч рублей. Я вас поздравляю. Девчонки, следующий вопрос для вас. Как вы думаете, какая фраза заставила бы Асана поверить, что он лучший в вашей жизни? Вариант А.
Теперь я смогу ходить только через пару часов. Вариант Б, на меня никто столько не тратил. Вариант С, ты у меня первый. И вариант Д, ты лучший в моей жизни. Про деньги то, что было про подсчет, мне кажется. Ты столько на меня никогда Я не с тобой тратил. соглашусь. Прям сразу? Ну да, скорее всего, Да, это вот этот ответ был. Асан, я уверена, хочет показать себя не только как со стороны заботливого мужчины, но и как финансово обеспеченного. То есть он может свою женщину одарить всем, чем она хочет. Это же тоже важно. То есть вы выбираете вариант «Никто на меня никогда столько не тратил». Блин, Асан, ты Ну да. растек. Мне кажется, что он другой. Мы договорились с тобой? Да, мы договорились. Давайте узнаем, что он ответит. Ну, больше, наверное, четвертый вариант, но я выберу первый. Я не могу ходить 2 часа. Я думаю, любому мужчине это приятно. Ах, какой же Я Асан. слышал подобное, только часов было больше. Вот такой вот самоуверенный Асан. Слышал подобное, но часов было, конечно же, гораздо больше. Но кое-чего сейчас станет меньше. Девочки, по правилам, меньше должно стать вашей одежды. Ровно на одну вещь. Что будете снимать? Я, наверное, сниму очки. Очки, хитро. Мне так нравится тебя слушать, я сниму наушники. Потрясающе. Девочки, мы избавились от абсолютно ненужных аксессуаров. Зачем тебе в студии наушники? Молодец. Девчонки, ничего ужасного не произошло. Возможно, следующий вопрос принесет вам денег, или же вам придется снять еще одну вещь. Вопрос для вас. Что должна приготовить женщина, чтобы завоевать сердце мужчины? Вариант А – борщ. Вариант Б – одежду на работу. Вариант С – его к тратам заранее. Вариант Д – смазку. Смазку. Его к тратам заранее. Давай смахнемся. Я за смазку, ты за траты. Да нет, давай траты. Траты логичнее. Девочки, смотрите, так как вы уже ошиблись, я хочу вам рассказать, что у нас предусмотрена система подсказок. Вы можете выйти в прямой эфир на Tone Place, чтобы спросить у своих фолловеров правильный ответ. Также вы можете позвонить абсолютно любому мужчине из вашего списка контактов. И есть третья подсказка, она называется «История». Вы можете рассказать мне какую-то интересную, постыдную, прикольную, веселую, трэшовую, неважно какую, интересную историю. Если история будет засчитана субъективно мной, я просто скажу вам правильный ответ. Что Я должна- могу позвонить. Ты можешь позвонить? Я У могу тебя есть мужчина, которому ты можешь позвонить? Да, я могу позвонить. Можете попробовать? Он взять инженер, он угадает. подсказку? Вы уверены в этом? Тратите подсказку? Давай. Да, мы ее потратим. И ты думаешь, что инженер абсолютно точно знает ответ на вопрос, что должна приготовить женщина, чтобы завоевать сердце мужчины? Между прочим, я обжимала его кабель, он меня научил. Станислав Николаевич? Да, это Uber. Хорошо, это Убер. У меня к вам вопрос. Какой? В общем, что должна подготовить женщина для мужчины, чтобы он был в восторге? Первый вариант – борщ. Второй вариант – одежда для работы. Третий вариант – подготовить его к тратам. И четвертый вариант – смазка. Я так уверена, что вы ответите правильно, пожалуйста. Надо угадать самый популярный ответ. Да, надо угадать самый популярный ответ. Когда борщ. Борщ. Хорошо, спасибо большое. Я вас отблагодарю. И, возможно, он меня подвел. Получается, мы зря потратили подсказку. Ну или если ты вот очень сильно в нем уверена. Я откушу тебе задницу, если сейчас мы выберем твой Откусывай ответ, и он много. будет неправдивым. Ладно. Что ты выбираешь? Траты. Траты, абсолютно точно. Точно. А сейчас проверим, точно или нет. Я выберу первый вариант, если это будет готовить кто-то из героинь нашего шоу. Но моя жена меня, Он просто конечно, любит это кушать. по голове не погладит, Ну, однозначно. по нему видно, что у него только Но борщ. это у него было, там это ничего было не... логично, что он любит поесть. Как можно было так бездарно потратить подсказку? Скажи, тебе не обидно, Май? Ну, теперь я должница. Слушай, ну ты должна не только своему другу-инженеру, но и нашему шоу. Девчонки, вы должны снять по одной вещи. Что это будет? Ну, я думаю, что я сниму туфельку свою. Почему я прекрасную. постоянно всем должна? Это из-за тебя. Я только... Конфликт внутри команды. Это то, что нужно для интернета. Соберитесь. Следующий вопрос для вас. Что мужчина чаще всего ищет в отношениях с женщиной? Регулярный секс, вкус
вкусная еда, поддержка или поручитель для ипотеки? Точно не Все последний. поэтапно. Сначала в Нет. первый год он ищет секс, во второй... Нет, он точно не последний. Тут нужно А в конце там ипотека, дети, импотенция. Не все мужчины, конкретно Асан. Но мы точно запомнили, что он любит покушать. Он любит покушать, да, он семьянин, и тем не менее, как вы думаете, что он ищет в отношениях с женщиной? Поддержка, наверное. Поручителя для ипотеки. У него 2 детей. Ну да, денег нема. То есть я предлагаю быть более практичными. Вот все-таки Асан, он выбирал жен, чтобы они ему готовили, стирали. Да, Вот он человек практичный. Вот Еда либо поддержка. Ну, еду он любит. Давайте примите какое-то совместное решение. Мне не нравится, когда один уверен, а Больше второй не ипотеку? уверен. Да, ипотека будет. ипотека. Доверяешь, Мы Майя? Да, ну мы так, через один раз проигрывать любим. Типа, сначала я неправильно дала, потом она неправильно. Ладно, если вы считаете, что Асан ищет в женщинах поручителя для ипотеки, я ничего против не имею. Возможно, что-то против имеет Асан. Давайте послушаем, что он ответит. Наверное, третий вариант. Любому мужчине нужна поддержка любимой женщины. У меня сейчас 2 жены, они обе меня поддерживают, поэтому я вот такой вот красивый и сильный. Да каждый человек, знаешь, имеет право на ошибку. Я не исключение. Ты больше не будешь отвечать. Девчонки, что вы будете снимать в этот раз? Рубашечку. Я кроссовочки. Рубашечку. Следующий вопрос для вас. Какое количество партнеров у женщин Асан считает приемлемым? 0. Вообще, да. Фу. Чтобы он был у нее вторым, от 5 до 10 человек и от 10 человек. Я больше не буду опираться на его практичность, поэтому... 0, мне кажется. 0. Да. Хотя нет, подожди. Второй. Второй, потому Второй. что... Чтоб тропинка была немножко протоптана. Девочки, я напоминаю, что у вас есть подсказки. Еще 2 штучки у вас осталось. Вы можете выйти в прямой эфир на Tone Place и спросить правильный ответ у ваших фолловеров или рассказать мне постыдную историю. Думаю, Мы выбираем прямой эфир. Да. Прямой эфир. Прямой эфир. Вы выходите в прямой эфир Tone Place. Замечательная возможность. Всем привет. Здравствуйте. Мы сейчас снимаем шоу для Tone Place, и нам был задан вопрос, какое количество половых партнеров у женщин мужчины считают приемлемым. Варианты ответов 0, От 1 до 2. от 1 до 2, до 15, До 5 и До 5 и до 10. До 10. Господи, он просит сиськи показать. Да. Show me your boobs. Сережа, вся Рома, надежда на Пожалуйста, тебя. скажите, какое самое приемлемое количество половых партнеров у девушек? Девчонки, а узнаете? 0. 0. 0 пишут. Это один Салик из... да. Котофей ответил, но... Да. О, ты же ко мне на эфир заходил. Тогда подождите еще. Это Я вот, запомнила твой верные, ответ. Подписчики. Извините, кажется, это было лишнее. Мгм. Тут больше англоязычная аудитория получается. Так, Вы получили количество какое-то приемлемое ответов, уже готовы сделать свой? 0. 0. Вы считаете, что Я бы и ему не ваши доверяла. подписчики... Вы, во-первых, скажите им спасибо, пока они в эфире. Ну ладно, не буду, я уже слишком заигралась. Все, прощайтесь, заканчивайте. все, пока-пока, ребят. Всем пока-пока. Итак, девочки, вы воспользовались подсказкой, запустили прямой эфир на Tone Place, и ваши подписчики что-то вам посоветовали. Они посоветовали 0, но я с ними не согласна. Ну, тоже мне кажется, что от 1 до 2. Я до 5. Хотя, может быть, если смотреть на него, он такой, типа, старовер, типа, хочу быть первым и единственным. Девочки, надо До что-то 5. решать, скорее. 1-2. Ты у меня второй, грубо говоря. Ответ Да, ты вот у меня такой второй. примерно. Блин, прикинь, короче, не подойдет сейчас. Давайте узнаем, что он ответил. От 10 человек. Ну, опытная женщина, От это 10? всегда От 10. интересно. Асан, ты чё? Вообще количество партнеров у женщины для меня вообще не важно. Если ты любишь, тем более, эту женщину, то на такие мелочи не обращаешь внимания. Для Асана это просто вообще, мелочи. мы правильно ответили же, нет? Нет. От 10 мужчин. Ты что, расстроилась? Ты думаешь, что вы угадали? Вы же сказали 2, а от 10 и 2 Он это очень абсолютно странный разные цифры. мужчина.
Он современный. Не издевайтесь над Асаном. В том, что вы не можете дать правильные ответы, он не виноват точно, потому что он просто дал свои. Девчонки, вам нужно снять по одной вещи в рамках. Я снимаю трусики. Аксессуар. У тебя опять аксессуар, правильно? Ну, блин, извини. Кстати, обязательно подпишись на наш телеграм-канал. Там ты найдешь еще больше жаркого контента с нашими участницами, а самое главное, сможешь посмотреть все выпуски шоу без цензуры. Такого эксклюзива ты больше нигде не увидишь. QR-код и ссылка прямо сейчас на твоем экране. Продолжаем. Слушайте, ну у нас уже некоторое количество вопросов позади. Банк пока не растет. Чего не скажешь про гору вещей за вами. Нам надо стать Асаном. Девочки, чтобы стать Асаном, я отвечу на ваш вопрос. Надо просто понять, как он отвечает. Давайте попробуем со следующим вопросом. Что мужчина находит в женщине наиболее привлекательным? Бурный темперамент в постели, чувство юмора, преданность или финансовую грамотность? Финансовая грамотность. Преданность. Пипец, а что выбирать? Кардинально разные версии. Решайте. Преданность. Ну, кстати, да, как вариант хороший. Да, наверное, преданность. Преданность. Да. Бурный темперамент в постели вы сильно игнорируете для человека, который любит женщин от 10 половых партнеров. Давай вот этот вариант. Может быть, он сказал, знаешь, вот от 10 половых партнеров, типа, она вся такая современная, а ему вот точно будет верна, потому что она же сказала о 10 партнерах, значит, она честная. А что тебе больше нравится? Бурный темперамент в постели. На месте сала я бы выбрала Мне вот очень это. хочется согласиться с Катей. Включаем режим покорности, вы отвечаете бурный темперамент в постели, вариант А. Давайте узнаем. Я думаю, для женщины очень важно чувство юмора. Юмор спасет мир. Я знаю, что женщины очень ценят в мужчине юмор, поэтому и нам, мужчинам, тоже хотелось бы, чтобы женщина могла отвечать на этот юмор. Логика присутствует. Он непредсказуемый Нет, мужчина. я вам скажу так. Мужчина, который ценит в женщине чувство юмора, а женщины юморные, они, как правило, свободные, в постель тоже темпераментные. Мгм. Вам опять не получилось положить в свой банк 10 тысяч рублей, и опять надо снять какую-то вещь. Вещей уже становится все меньше. Что мы будем снимать в этот раз? Думаю, вверх. Спасибо, что прервала череду аксессуаров, которые покидали твое тело. Майя, у тебя что? Ну, эстафета с аксессуарами перешла ко мне. Я сниму заколки. Ну, конечно. Ну, снимай заколки. Поможешь мне расстегнуть лифчик? Я ждала этого все шоу. Следующий вопрос. Что из этого выберет мужчина? Секс втроем с 2 женщинами, ролевые игры, секс в людном месте или быстрый секс перед сном, не думая о ее оргазме? Точно не перед сном. Ну, что-то кажется, ЖМЖ. Очень многие любят ЖМЖ. У него 2 жены, может, для него это уже обыденность, и он уже этого не хочет. Слушай, Вы- он максимально неожиданный человек. Может, секс в людном месте? Ну, а Давай, почему, секс в почему людном нет? месте, Давай. Давай, секс в людном месте. Вы думаете, что это секс в людном месте? Да. Может быть, еще подумайте. Девчонки, пока что я должен сказать, что вот наше шоу называется «Чего хочет мужчина?». Вы вообще не понимаете, чего хочет мужчина. Абсолютно. Один раз случайное попадание. ЖМЖ. Ну, ЖМЖ. ЖМЖ. Думаете, ЖМЖ? Да. Да, соитие с 2 женщинами. А давайте проверим, что там у нас все-таки хочет Асам. Внимание. Я, наверное, выберу секс с 2 девушками, но теперь точно, ребята, вот это видео не надо показывать моей жене. Вы угадали, девчонки. Наконец-то ваш банк пополнился. Он составляет уже 20 тысяч рублей. Мы хотя бы Вообще не поделиться кислые теперь деньги. сможем. До этого 10... 10 же на 2 не делится. Точно, всегда забываю. Ну, по 5 как-то стрёмно делить. Девчонки, следующий вопрос для вас. Давайте, как вот в прошлый раз, чтобы все получилось. Я вас верю.
Что для мужчины является символом привлекательности и женственности? Конкретно для Асана, я напоминаю. Это обнаженные плечи, это смех и яркая энергетика, это наличие работы или пышные формы. Но он же любит юмористок, наверное, смех. Хотя... Пышные формы. Пышные формы. Ты встала на правильный путь, когда пытаешься анализировать его предыдущие ответы. Это хорошая тактика, потому что только так в этой игре и можно выиграть. Девчонки, вы можете унести еще отсюда просто тьму денег. Ну, давай со смехом. Смех. Но он же любит, когда женщина шутит, когда она яркая, активная, когда у нее 10 мужчин, и она готовит борщ одновременно. Не могу спорить с вашей логикой, она абсолютно понятна. Давайте посмотрим, соответствовал ли ей Асан. Наличие юмора, смеха и энергетика от женщины – это очень важно. Девчонки, офигеть, 30 тысяч рублей в вашем банке. Камбэк затеяли, что ли? Да. Давайте я задам вам следующий вопрос. Может быть, у вас получится удержаться в этом успешном поле. Погнали. Как вы думаете, какая девушка наиболее привлекательна? Блондинка, брюнетка, рыжая или лысая? Блондинка. Так, блондинка говорит блондинка, а рыжая говорит рыжая. А что говорит Асан? Асан ничего не говорит пока что. Мне кажется, что у него жены темненькие, брюнетки. Да, может, они хной красятся. Блин, наверное, темненькие, брюнетки, скорее всего. Думаешь, брюнетки? Ну, не лысые. Рыжие. Рыжие. Ну, брюнетка. Да ему надоели брюнетки. В Слушай, смысле? разнообразие. Может, блондинки? Да, либо блонди, либо брюнеточки. Слушай, ну черное и белое, надо выбрать что-то одно, принимайте решение. Блондинка? Может. Надоели ему брюнетки. Ну, давай блондинка. Блондинка. Давайте узнаем, что он ответил. Вообще мне нравятся брюнетки. Я больше предпочитаю брюнеток. А самая красивая брюнетка, которых я видел, это мои 5 дочек. Я их родил, поэтому они соответственно, самые и жены. красивые брюнетки. А я тебе сказала, у него жены темненькие, он любит брюнеток. уже без лифчика сидишь. Ну, Что, на мне нет трусиков? трусиков, кстати говоря. Ох, девчонки, ну, сегодня не очень вам везет. Придется по правилам нашего шоу вам что-то снять. Что это будет в этот раз? По-моему, вариантов не так много. Я думаю, что я сниму брюки. Знаете, у меня тоже вариантов осталось не так много, поэтому... Ну да. Я выберу верх. Вверх, все-таки вверх. Я чувствую себя определенно свободней. Вопрос для вас. Идеальный размер груди для Асана. 1, 2, 3 или 4? Ну и 4 плюс, дальше все это в одну. Нет, ну знаете, Асан как Третий, четвертый. классический семьянин, ему нужна женщина, которая сможет вскормить 5 детей, ну, Третий. там, наверное, как минимум 3 размер. Третий. Вы думаете, что 3 размер – это Третий. любимый размер Асана? Думаю, это единственный размер, который он видел, как бы большую часть своей жизни. Слушай, интересно, как будто бы ты уже чуть-чуть лучше даже, чем я, знаешь Асана, раз Вот ты и предпочитаешь. погрузилась в Асану. Раз ты знаешь про его предпочтения в размерах груди. Я вошла в Асана. Девочки, вы ответили, что Асан предпочитает 3 размер груди. Кто я такой, чтобы вам перечить? Давайте посмотрим, что ответил сам Асан, потому что у него в целом может быть другая версия. Мне нравится больше 3 размер, потому что Бог любит троицу. Вы угадали, я еще и в поздравляю, Бога пока верит. что мы в Я же тебе игре. сказала, что 3 размер. Девчонки, на волоске держимся. Есть еще 2 вопроса. Погнали. На что мужчина в первую очередь обращает внимание при первой встрече? Ухоженные руки, красивая улыбка, макияж без перебора и чистые волосы. Мне кажется почему-то, что он любит естественных женщин. Мгм. И я бы выбрала макияж неброский. Что, мы все-таки отвечаем, что это макияж, правильно? Все, что нам осталось, это узнать, что считает сам Асан. Включай Асана. Я выберу 3 вариант. Девушка с макияжем без перебора, потому что не хотелось бы утром просыпаться и немножко разочаровываться. Это правильный ответ, плюс 10 тысяч рублей вам. Юху. Логика никогда меня еще не подводила.
Уф, девчоночки, ну что, последний вопрос, и, возможно, суперигра будет. Все-таки она может состояться. В случае, если девочки проходят через 12 вопросов, и на них остается, ну, хотя бы одна вещь. Сейчас вы находитесь ровно на этой ступени. На данный момент в вашем банке 50 тысяч рублей. В суперигре вы, возможно, сможете удвоить, но если вы не ответите правильно сейчас, то просто уйдете отсюда с этой суммой. Вопрос для вас следующий. С кем чаще бывают эротические сны у мужчин, по мнению Асаны? С соблазнительной соседкой, со стюардессой, со строгой коллегой или с чувственной, романтичной незнакомкой? С коллегой. С коллегой. Да, мне кажется, Асан очень много работает, и определенная деформация у него все-таки произошла. То есть он настолько устает на работе, что потом работа приходит к нему еще и во сне, и там... Ну да, что там, например, у него есть вот эта противная коллега, знаешь, такая вот женщина, которой ничего не нравится. Так. И Ну так тогда нелогично, тогда во сне он должен к ней приходить и наказывать. Нет. Катюш, у Майи там целый психологический разбор, а сам тебя что-то интересует, кроме твоих сосков? Слушай, нет, я вообще по кайфу сижу и тереблю. Версия есть какая-то у тебя? Соседка. Ты думаешь соседка? Я думаю, Ты соседка. думаешь коллега? И в конечном итоге ваш ответ? Соседка. Соседка. Это соседка. Вообще, если честно, ко мне все 4 варианта приходят во сне, их даже больше. Но выберу 4-й, таинственная незнакомка. Девчонки, О, нет! Ну, я себя переоценила, ладно. слушай, ну ладно тебе, знаешь, мужчины тоже плохо понимают женщин. Девочки, вы не смогли ответить на достаточное количество вопросов для того, чтобы перейти в суперигру. Ваш банк 50 тысяч рублей. Эти деньги вы в любом случае уносите с собой, но у нас осталось незавершенное дело. Девочки, вы неправильно ответили на вопрос. По правилам нашего шоу вы должны снять с себя одну вещь. Единственный раз сегодня, не буду спрашивать, что это за вещь, просто сделайте это и будем прощаться. Девчонки, короче, даже не думайте расстраиваться, хотя я и так вижу, что вы в целом не сильно-то и расстроены. Все, Ну, я пытаюсь хотя бы какую-то радость изобразить. Слушай, ну Я есть что немножко порадовать. расстроилась. Какая-никакая денежка все-таки с собой будет унесена. Ну и еще специально от Tone Place небольшие подарочки, которые вы тоже точно заслужили. Мне нравится. Я рад, как никто другой. Чего хочет мужчина? Сегодня мы узнали, что это ролевые игры, борщ и девушка, у которой было хотя бы 10 мужиков. Конечно, у нас ничего бы не вышло без наших замечательных героинь Кати и Майи. Ну а если ты хочешь увидеть кучу эксклюзива и все, что здесь происходило без цензуры, то переходи по ссылке или сканируй QR-код на экране. Уверен, тебе понравится в нашем телеграм-канале. Ну и, конечно, не забудь подписаться и на этот канал, и напиши в комментариях вопросы для наших следующих мужиков. Это было шоу «Чего хочет мужчина». Всем спасибо, скоро увидимся.